Зал был переполнен, но ощущался холодным и отстраненным. Люди перешептывались, ожидая очередное короткое разбирательство. Для судьи этот день ничем не отличался от десятков других. Однотипные дела, одинаковые лица, быстрые решения. Подсудимые давно перестали быть для него людьми, они стали папками с бумагами. Когда в зал ввели пожилую бездомную женщину, по скамьям прокатился приглушенный смешок. Она была маленькой, сутулой, в поношенном пальто, с тростью в руках. Шла медленно, но уверенно. В ее взгляде читалась усталость, но не страх. Судья мельком посмотрел на нее и мысленно поставил отметку «виновна». Обвинение было простым – кража недорогих продуктов. Дело, которое обычно закрывают за минуты. Он уже знал исход и даже не сомневался в своем решении. Женщина спокойно подтвердила, что взяла еду, но добавила, что сделала это не для себя. Эти слова вызвали новый всплеск усмешек в зале. Она молчала, не оправдывалась и не просила снисхождения. В ее спокойствии не было унижения, только достоинства. Это почему-то задело судью, и он формально поинтересовался, хочет ли она что-нибудь добавить. Женщина попросила разрешить один телефонный звонок. Просьба показалась нелепой, но судья неожиданно согласился. Женщине дали телефон. Она набрала номер без колебаний, поговорила недолго и вернула аппарат. В зале повисло ожидание, смесь раздражения и любопытства. Именно в этот момент двери распахнулись. В зал уверенным шагом вошел мужчина в строгом костюме, за ним еще двое. Его появление мгновенно изменило атмосферу. Шепот стих. Судья напрягся. Мужчина представился, имя было известно всем присутствующим, и его авторитет не вызывал сомнений. Он сообщил, что пришел по просьбе этой женщины. Затем последовало объяснение, от которого зал замер. Пожилую бездомную звали Эленор Рид. В прошлом она была одним из самых уважаемых судей высшей инстанции, человеком, благодаря которому десятки несправедливо осужденных получили свободу. А вошедший мужчина оказался ее сыном. Судья побледнел. Он смотрел на женщину и впервые по-настоящему видел ее. Не как обвиняемую, а как человека. Эленор спокойно объяснила, что еда была нужна для соседки по приюту, которая не могла выйти после операции. Она намеренно не назвала свое прошлое, потому что считала, закон и уважение не должны зависеть от имени или статуса. Эти слова прозвучали тише, чем обвинения, но ударили сильнее. Дело закрыли сразу. Однако для судьи это уже не имело значения. За несколько минут он понял, что утратил нечто большее, чем формальное превосходство. Он потерял собственное представление о справедливости. Эленор медленно покинула зал, оставив после себя тишину и тяжелое осознание. Судья остался сидеть, понимая, что один короткий звонок разрушил привычную броню равнодушия. Этот урок не был записан в протокол, но остался с ним навсегда.